Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас работа на картофеле. Александр приветствует, и он занимается подготовкой к чему? К окучиванию картофеля. И в случае заморозков вовремя накрыть землей картошечку, как одеяло сделать. Ага, то есть ты вот это готовишь сейчас вот эту ямку, лунку, для того, чтобы она была по центру и удобно было работать с мотоблоком, да? Вспушивать. Здесь еще не вся картошка взошла, но когда мы ее садили, картошку, ее между рядами 1,20 м, а посередине сделали 1,60 м. Поставили колышки, колышки поставили, и сейчас что? От этих колышек натягиваем веревочку и делаем бороздочку для того, чтобы потом пройти мотоблоком. Но мы это покажем, как будем делать дальше. А видишь, и дождики, и земля забилась, все равно надо воздух пустить. Вот. И самое главное, что мы и на всякий случай, как будто бы по прогнозу синоптиков и тепло. Вот, вчера даже плюс 30 было, но сегодня уже чуть-чуть попрохладнее дело пошло. Вот сегодня 3 мая мы снимаем это видео. Выставлять будем чуть позже. Ну вот сейчас вот важная задача агроприем подготовки, во-первых, к окучиванию, а во-вторых, в случае, если заморозок, то, естественно, очень быстро и легко можно будет пушистой землей закрыть вот этот картофель. Ну, давайте по порядку расскажем, покажем, что мы будем дальше делать. Ну что, теперь на помощь пришел к нам коник наш, вернее, несколько коников. И что мы будем с ним делать? Перед этим мы сапкой прошли, отметили, где будем проходить плугом. Отрегулировали за счет сужения крыльев. Покажи. За счет крылья, вот это крылья плуга, его сузили для первого прохода. Тут тоже будет несколько проходов, да? Будет второй, будет проход еще. Что сейчас вот это дает нам, вот этот первый проход? Во-первых, легче будет идти мотоблок, поэтому, когда проходишь, сужаешь, и немножко вспушивает землю. А когда второй проход будет, мы плуг. Ну давай покажем, давай сначала первое, вот что делаешь, а далее будем уже показывать, что мы будем делать. Так, и чтобы лошадки накормлены. Отойди немножко туда. Ага. Лошадки накормлены. Первый раз прошел, и сейчас я так смотрю, что ты делаешь теперь. Первый раз прошел суженным крылья плуга. Так. И что мы сейчас второй раз будем проходить, разведем крылья. И уже увидим. Тупой угол будешь делать, да? На всю? Да, на всю пропускаем. А это тупой получается. Видишь, ты спрашивала первый раз, видишь, как прошли? Ага, оно подняло землю, видишь, и там какая спушила землю. Вообще-то мы сейчас что делаем? Мы делаем сразу же, как говорят, убить два зайца, но мы сразу слово не будем это употреблять, а мы делаем две задачи. Во-первых, картофелю нужен воздух. Мы вспушим землю для того, чтобы воздух получила картошечка. Вот она повсходила. Очень хорошо. И сейчас вот дожди были, и даже вот видно, как она пробивается. А по бокам у нас получается сейчас получит воздух. Ну и вдруг заморозки, а это у нас бывает неожиданно, без прогнозов синоптиков. Но надеемся, что не будет, но мы должны подготовиться к этому, чтобы быстро потом закрыть картошечку. Ну и вот сейчас вот, что мы дальше делаем, мы, значит, крылышки у мотоблока развели. Развели, да. И теперь взлет. Да, заводим. К взлету подготовлены.
окучивание идет. Вот так проводим первое своеобразное окучивание, вспушивание воздуха. Это и прополка. Тут не только две задачи, тут больше задач. И прополка у нас сорняков, получается, убираем, и воздух пускаем, и готовимся к тому, чтобы в случае неприятностей с погодой вот получить хороший результат. Да, кстати, хочешь показать еще, что ты Да, хочешь? и в случае заморозка, ну, мы будем надеяться, что не будет, но на всякий случай. Берем аккуратненько, земля мягкая, спушилась хорошо, и будем прикрывать землей картошечку. И ей уже не страшен будет заморозок. Хорошо, прекрасно. Ну, добро, Раиса Грищенко, Александр Волик трудится дальше. Я, конечно, только снимаю и говорю, а основная забота сейчас в этой работе висит, возложена на Александра Федоровича. Мы прощаемся с вами. Пока-пока. Будьте все здоровы. До новых встреч в новых видео. Хорошей погоды всем. Пока.